Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы готовим хрустящие куриные крылышки. Иногда самые вкусные моменты начинаются вот так. Когда тебя встречают на задних лапках, заглядывают в окно и буквально бегут на кухню. Это наш любимчик. И он просто обожает свои витамины от Берниес, OMG Omegas и Healthy Hips. Мы даем их ему регулярно, потому что они поддерживают суставы, шерсть, кожу и общее здоровье. А теперь посмотрите на это. Золотистые, румяные, блестящие, с идеально хрустящей корочкой. Это крылышки запекаются в духовке, но по хрусту они легко могут поспорить с жареными. Мед, лимон, легкая острота, карамелизированная корочка. Они пахнут просто невероятно. И сегодня я покажу вам главный секрет, как сделать крылышки по-настоящему хрустящими и при этом ярко-лимонными. Нам понадобится куриные крылышки, разрыхлитель, соль, черный перец и цедра одного лимона. Для соуса острый соус, соевый соус, мед и лимонный сок. Начинаем с самого важного шага. Крылышки нужно очень хорошо обсушить бумажными полотенцами. Теперь добавляем разрыхлитель. Именно он помогает вытянуть влагу из кожи и делает корочку тонкой, сухой и очень хрустящей. Добавляем соль и черный перец по вкусу и хорошо перемешиваем. Но мы еще не закончили. Теперь добавляем лимонную цедру. И вот здесь главный момент. Мы не добавляем лимонный сок в крылышки перед запеканием. Лимонный сок – это кислота и влага. Он мешает хрусту и начинает парить кожу. А цедра дает аромат, свежесть и вкус, но не мешает корочке. Перемешиваем еще раз, чтобы все равномерно покрылось. Выкладываем крылышки на противень. Обязательно на решетку или металлическую вставку. Так горячий воздух будет циркулировать со всех сторон, а жир будет стекать вниз, и крылышки будут запекаться, а не тушиться. Отправляем в духовку. Во время запекания переворачиваем их, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон. Пока крылышки запекаются, приготовим соус. В небольшую кастрюлю добавляем соевый соус, острый соус, мед, и лимонный сок. Ставим на плиту и прогреваем на слабом огне. Соусу не нужно кипеть. Нам важно, чтобы он стал горячим, однородным и глянцевым. Крылышки готовы. Уже сейчас их можно есть. Они румяные, сухие и очень хрустящие. Перекладываем их в миску, вливаем горячий соус и аккуратно перемешиваем, чтобы каждое крылышко покрылось глазурью. И теперь дополнительный шаг, который делает их просто волшебными. Отправляем крылышки обратно в духовку еще на несколько минут. Соус начинает карамелизироваться, прилипать к коже, давать блеск, липкость и глубокий вкус. И вот они готовы. Посмотрите на них. Блестящие, румяные, хрустящие снаружи и сочные внутри. Сладкие, острые, лимонные, ароматные. Это идеальные крылышки для уютного вечера, для гостей, для семейного ужина или для просмотра фильма. Спасибо, что сегодня были с нами.
готовили, вдохновлялись и создавали уют. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч в следующем видео. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи в следующем видео. Пока-пока.